7 марта 2012 года. Раменский район Подмосковья. Село Ганусово. Здесь, в этой деревне, уже несколько недель живут двое приезжих. Тихие, работящие. Строят местному жителю флигель. Обычная подработка, каких в Подмосковье тысячи. Один из них – Холик, второй – его знакомый по имени Бахтиор Юсупов. Соседи видят в них то, что и должны видеть. Гастарбайтеров со стройки. На самом деле это передовая группа банды, которой еще нет в природе ни для кого, кроме них самих. И в этот день они получают первое задание. Задание простое и страшное – напасть на таксиста и забрать его машину. Банде нужно средство передвижения. Бахраму Сейтимбетову 26 лет. Таксист приехал из Узбекистана. В этот вечер он берет заказ. Клиенты просят подвезти их в сторону Украины. Дальняя поездка, хорошие деньги. По одной из версий, его знали лично. Выбрали не случайного человека, а знакомого. И это не случайная деталь. Обоих первых таксистов, по версии следствия, выбрали именно потому, что знали лично. Знакомого проще заманить в дальнюю поездку и проще застать врасплох. Расчет был с самого начала. Меньше риска и больше контроля. То, что позже развернется в трехэшелонные засады на трассах, начиналось с этой простой и холодной логики выбора цели. Он не доедет никуда. По дороге на него нападут. Машину Митсубиши угонят, а тело спрячут. Сейтимбетова не будут искать как погибшего. Для системы он просто исчезнет. Еще один приезжий таксист, который перестал выходить на связь. Его родные не узнают, что с ним. Еще 2,5 года. Его найдут только осенью 2014 года в уличном туалете одного из подмосковных домов. К тому моменту у людей, которые на него напали, на счету будет уже больше 10 погибших и собственное имя в новостях федеральных каналов. А меньше чем через месяц, в июле 12-го, они нападут на второго таксиста, Фируза Каракулова. Ровно тем же способом и по той же причине. Им снова понадобится машина. Его автомобиль потом тоже будет возить банду на дело. Первые два нападения не ради денег и не ради идеи, а ради колес. Точную дату их первого нападения не назовет потом никто. Даже следствие. Эпизоды всплывали поодиночке и задним числом, и общую хронологию выстроили уже после поимки, разбирая, что с чем связано. Но в материалах дела первым стоит именно мартовское исчезновение Сейтимбетова. Но в марте 12-го ничего этого еще нет. Есть только пропавший таксист, угнанная машина и человек, который потом объяснит это так. Водитель не соблюдал Коран. С этого началась история, которую потом назовут «трассой смерти». Чтобы понять, почему их не могли поймать 2 года, нужно понять одну вещь. Для системы их не существовало. Не было банды, были разрозненные погибшие на разных дорогах, в разных районах и в разных следственных производствах. Человека лишили жизни на трассе Дон. Другого на Малом Московском кольце А107, третьего на трассе М5 на Урале. Убийства уходили в разные отделы и в разные области – Московскую, Калужскую. Никто не сводил их в одну картину, каждая выглядела само по себе. Ограбление, разборка, случайность. А банда делала все, чтобы так и оставалось. Они не брали на дело телефоны и рации, нечего пеленговать. Краденое не продавали. Сигналы гаджетов погибших пропадали в нескольких десятках метров от места нападения и исчезали навсегда. Вещи либо выбрасывали, либо прятали как трофей. И главное, постоянно меняли оружие. Самодельные стволы, переделанные из газовых, изготавливал свой человек, так называемый оружейник. Новый ствол, новая баллистика. Для экспертизы каждый выстрел приходил будто от другого стрелка. Поэтому даже когда пули с разных мест попадали на стол к экспертам, они не складывались в серию. Перелом – лето 2014 года. Сначала это даже не сводки МВД. Это интернет-форумы. Водители пишут друг другу. На Доне по ночам кто-то нападает на остановившиеся машины. Сначала говорят об одном убийце, потом о нескольких. Хотя самый первый официальный сигнал прозвучал еще раньше. И тут же утонул. В мае 14-го едва открылся дачный сезон,
Интерфакс со ссылкой на областное управление Следственного комитета сообщил об убийстве пожилых супругов на трассе Дон. Но из-за разрозненности производств и общего молчания следствия проверить и связать эти сообщения было невозможно. Сигнал был, его просто некому было собрать в одну картину. Слух выходит в прессу. И вот тут появляется имя. Журналисты и блогеры замечают сходство с компьютерной игрой, где герой нападает на водителей на дорогах и называет неизвестных бандой GTA. Название приклеится намертво, хотя ни один из этих людей в ту игру никогда не играл. У этого имени есть конкретный автор. Громче всех о серии заговорил Эрик Китуашвили, основатель автомобильного сообщества Смотра.ру. Заметная фигура в мире московских автолюбителей. Пока Следственный комитет молчал, именно блогеры и активисты собирали разрозненные случаи в одну историю и пустили в оборот ярлык, который тут же подхватили федеральные каналы. А в пустоту, которую оставляло официальное молчание, хлынули версии одна другой страшнее. Убийц называли сатанистами, маньяками-реконструкторами из числа бывших военных, наемниками, которые нападают на людей, чтобы опозорить и дискредитировать российскую полицию. Чем дольше их не могли поймать, тем фантастичнее становились объяснения, потому что поверить в самое простое, что это лишь 1,5 десятка дворников и таксистов, было труднее всего. К этому моменту трассы столичного региона держат в страхе тысячи водителей. Дальнобойщики, таксисты, обычные автомобилисты боятся ночного Дона. На трассы выходят стритрейсеры. Народные патрули по ночам останавливают и досматривают подозрительные машины, пытаясь поймать убийц сами, но результата нет. А люди продолжают гибнуть. Среди эпизодов того лета один выбивается из ряда. 4 июня 2014 года погиб не случайный водитель, а офицер полиции. Начальник подразделения участковых ОМВД по району Новопеределкино Олег Толмачев. На него напали в упор 4, сделали больше 10 выстрелов, трижды попали в голову. До сих пор не ясно, было ли это трассовым эпизодом или чем-то отдельным. И сколько раз банда была на волосок от провала, столько же раз ей везло. В ночь на 1 октября под Броницами водитель грузовика по характерному хлопку понял, что пробил колесо. Он остановился и остался жив только потому, что что-то спугнуло нападавших. Кому-то в ту осень везло, кому-то нет. А реальная зацепка приходит оттуда, откуда банда ее не ждала. От выжившего. Ночь на 3 сентября 2014 года. МКАД. Ясенево. Водитель по фамилии Борисов останавливается на заправке. Когда он выходит из машины, на него нападают 3. Стреляют по ногам, бьют битой. Хватают что-то из салона и убегают. Борисов выживает. И запоминают марку машины, на которой скрылись нападавшие. Hyundai Accent. Этого хватает. Машину устанавливают по записям камер видеонаблюдения и выходят на владельца, некоего Фазлиддина Хасанова, тот самый оружейник. За ним начинают следить и видят, что круг его знакомств широк, но 2 в нем цепляют оперативников особенно. Человек, называющий себя Рустамом Усмановым. В полицейских базах на это имя нашелся след разбоя 2008 года. Как выяснится позже, того прежнего Усманова родила с главарем лишь фамилия. И Хазратхон Додохонов. Настоящее имя Усманова Ибайдулло Субханов. Это главарь банды. Дальше улики, которые 2 года лежали мертвым грузом, наконец совпадают. ДНК Хасанова на перчатке, забытой на одном из мест нападения. Отпечаток Додохонова, он хранился в базе миграционной службы в одной из машин, на которые нападала банда. И в сентябре 2014-го происходит то, чего не было 2 года. Все похожие нападения за 12 и 14 годы сводят в одно уголовное дело. 16 эпизодов, 17 погибших и 2 раненых. Банда GTA как юридического факта не существовала 2 года. Она появилась за пару месяцев до того, как ее уничтожили. Если вам важно, чтобы такие истории разбирали честно и до конца, поставьте лайк и напишите в комментариях, слышали ли вы раньше об этом деле. Это правда помогает каналу, а мы возвращаемся к расследованию.
Чтобы понять этих людей, нужно разобрать одно нападение по деталям. Не ради крови, а ради понимания их действий. Потому что страшнее всего в этой истории не жестокость. Страшнее порядок. Начнем с орудия. Его называли «куриная лапка». Это самодельный шип, несколько гвоздей или прутьев, сваренных так, что, как бы их ни бросили на асфальт, одно острие всегда смотрит наверх. Также его называли «дорожный чеснок». Форма выходила похожей на крест, и потом из-за этого родятся версии про религию. Но функция у лапки простая – пробить колесо и остановить машину там, где это нужно банде, а не там, где захочет водитель. Делали их в мастерской. И мастерская эта заслуживает отдельного слова. Оружейник банды Фаслиддин Хасанов официально работал садовником в коттедже в Красногорском районе Подмосковья. Днем садовник, а в той же подсобке он переделывал газовые и травматические пистолеты под боевой патрон и собирал стволы. У него было настоящее оборудование. При обыске схрона в Красногорском районе 8 ноября 2014 года найдут станок для нарезки каналов стволов. То, что превращает бесполезную переделку в нарезное оружие. Там же и при задержаниях изымут 2 автомата Калашникова АКС-74У. Это уже не кустарщина в гараже, это маленькое подпольное производство. И еще одна деталь про этого человека. Она многое говорит о том, как банда умела прятаться у всех на виду. Для хозяев и соседей Хасанов был тихим, безотказным садовником. Помогал стричь газоны, слыл очень добрым. Раз в неделю садился в старую пятнашку и уезжал, по его словам, к жене в Коломну. Когда после обысков он внезапно исчез, домашние работодателя сами позвонили в полицию. Настолько не похож был их садовник на члена банды автоубийц. Оружейник по кличке Амкаль однажды собрал из обычного гладкоствольного охотничьего ружья подобие снайперской винтовки. Вставил в ствол специальный вкладыш под нарезной патрон и приладил оптический прицел. Человек без инженерного образования наладил выпуск боевого оружия буквально на коленке. Далее расстановка. И вот здесь видно, что это не разбой, а схема. Засаду строили в 3 эшелона. По данным следствия, шагом примерно в 200 метров. Первая точка – шипы. Их рассыпали в крайней правой полосе. Машина наезжает. Колесо спускает, водитель забрасывает скорость и начинает прижиматься к обочине. Вторая точка метров через 200. Это киллеры. Они ждут в кустах, не выбегают сразу. Ждут момента, когда трасса опустеет, когда вокруг не будет других фар. Иногда ждали часами. Третья точка через 200 метров. Часовой. Один человек, чья работа смотреть на дорогу и подать сигнал, если появится полиция или лишний свидетель. Получалась убойная зона длиной в несколько сот метров, простреливаемая и подконтрольная с обоих концов. Машина, попавшая в нее, уже не выезжала. Сам момент нападения занимал секунды. Водитель останавливался, выходил, шел смотреть пробитое колесо, и к нему сразу подходил человек под видом помощи. И стрелял. Чаще всего в упор, без слов. Доставалось и пассажирам. Тем, кто пытался бежать, стреляли вслед. Оружие постоянно меняли, и мы уже знаем зачем. Чтобы баллистика не сшивала эпизоды в серию. Когда у тебя свое производство стволов, новый чистый пистолет под каждое дело – это не проблема. А стрелять учились. На загородных участках, где работали члены банды, при обысках нашли деревянные манекены, обтянутые тканью и скотчем, мишени для тренировок. У банды была программа подготовки, которую, по версии следствия, задавал главарь банды. Новичка не просто принимали, его проверяли в деле. Поздним вечером группа подъезжала к какому-нибудь коттеджному поселку на загородном шоссе. Одного человека оставляли на заправке, чтобы машина с людьми не бросалась в глаза. Остальные шли напрямую через лес к посту охраны. У каждого пистолет с глушителем. Конкретного плана нередко не было вовсе. Дождаться подходящей машины, остановить, напасть на всех и забрать все. Импровизация на месте, но внутри намертво отработанные схемы. Вернемся к первому нападению шипами. 11 ноября 2013 года. Малое Московское кольцо. Трасса А107. У деревни Лужки под Истрой. Жертва – предприниматель Эдуард Микертумов.
ехал на рыбалку. На него напали не сразу. Банда ждала 2 часа, выбирая не просто машину, а машину, которую можно остановить без свидетелей. Мекертумов подошел под этот критерий. На него напали, забрали 50 тысяч рублей наличными и ноутбук. Куриную лапку, пробившую ему колесо, забрали с собой. Они унесли оружие, чтобы этот эпизод не стал уликой. Той же холодной логикой они будут жить еще почти год. В материалах дела они проходят как эпизоды. Эпизод такой-то, потерпевший такой-то, 17 погибших, несколько выживших. Цифра, которую легко произнести и невозможно почувствовать. Поэтому их стоит пройти подряд, чтобы стало видно главное, за что именно гибли эти люди. Сентябрь 2012 года. Банда нападает на гражданина Китая, 33-летнего предпринимателя Мао Чуаомэя. Среди бела дня, около полудня, 2 автомобиля блокируют его «Мерседес». Под угрозой пистолета требуют сумку с деньгами. Это явно работа по наводке. Бандиты знали, что брать. Их спугнул проезжающий грузовик, и они скрылись. Но с собой унесли, по словам самого потерпевшего, 17 миллионов рублей. Запомните эту сумму. 17 миллионов с одного налета – это в разы больше, чем банда заработает нападениями за все последующие 2 года. На эти деньги, по версии следствия, купят недвижимость, фальшивые документы и станки для производства оружия. Дальше тренировка на людях. 11 июля 2013 года поселок Менделеево под Солнечногорском. 30-летний Андрей Зорин и его спутница Юлия Баранова просто ехали по дороге. Они не были ничьей целью. Их машина попалась банде под руку в нужный момент. Главарю понадобилось проверить новичка, способен ли тот выстрелить в живого человека. Новичка звали Анвар Улугмурадов. По его собственным словам, нажать на курок он не смог. Тогда выстрелил другой, Максат Барболов. Зорин погиб. Баранова выжила, но осталась калекой. Один человек погиб, другая искалечена. Ради ответа на единственный вопрос: сможет ли новичок переступить черту? Экзамен зачли все равно. Человек погиб не ради денег, а ради проверки. Ноябрь 2013 года. В районе Биберева нападают на 32-летнего предпринимателя Александра. Забирают документы и 98 тысяч рублей. За несколько месяцев до этого, в августе 13-го, банда напала на предпринимателей азербайджанцев. Добычей стали около 300 тысяч рублей. В одном из эпизодов на границе Московской и Рязанской областей обстреляли машину с 3 жителями Рязани. Эпизоды множились, погибшие менялись, а почерк оставался прежним. Шипы, остановка и выстрелы в темноте. Был среди эпизодов 2013 года и совсем будничный. 19 августа на Новорижском шоссе у заправки банда напала на 50-летнего Ивана Рассолова. Он просто ночевал в своем джипе на обочине. Машину собирались продать, но через несколько дней бросили. Человек погиб во сне. По сути, ни зачем. А в начале декабря 2013 года банда совершает то, что сами следователи назовут единственной ошибкой осторожных и аккуратных налетчиков. На севере Москвы, в Югорском проезде, у станции Лосино-Островская, они врываются в бытовку. Вагончик грузчиков. Нападают на 4 бригадиров. По наводке им сказали, там будет сумка с зарплатой рабочих. Сумку они искали зря. Деньги привез менеджер, который приехал уже после нападения. Все, что досталось нападавшим за 4 жизни, это спортивные костюмы, в которых эти люди работали. А пришли они туда основательно. По показаниям участников, группа собралась у ВДНХ и глубокой ночью добралась до товарного парка у платформы «Лось», чтобы забраться в вагончик. Все было рассчитано, кроме главного. Сумку зарплаты еще не успели привезти. Холодный расчет уперся в чужую бухгалтерию, а ценой этой ошибки стали 4 жизни. 4 человека за спортивные костюмы. Это и есть механика их бессмысленности. Главарь планировал налеты по наводкам информаторов из числа таких же мигрантов. Когда наводка была точной – добыча. Когда врала – гора погибших и пустые руки. А люди умирали одинаково в обоих случаях. Теперь те, кого мы уже называли. Анатолий и Татьяна Лебедевы. Ему 64, ей 62. Днем 2 мая 2014 года они заехали на дачу забрать сумку-холодильник. Собирались в отпуск в Краснодарский край, к морю. Ночью выехали на трассу М4 Дон. В это же время в лесу у дороги люди в перчатках и масках
высыпали на асфальт шипы. Они ждали уже не первую ночь. За пару дней до этого на шипы никто не наехал. Лебедевы наехали. Машина встала на 84-м километре. Анатолий вышел, присел у пробитого колеса. Их не стало обоих. Его у машины, ее на пассажирском кресле. Из багажника забрали сумку-холодильник. Внутри были конфеты и одежда. Прихватили планшет. С женщины сняли серьги. Забрали наличные по разным данным до 50 тысяч рублей. Утром их нашел приезжавший водитель. Сначала подумал, что пожилому мужчине стало плохо с сердцем. Детям сообщили на следующий день. Алексей Цыганов, 53 года, родом из-под Тулы, водитель маршрутки с аэропорта Внуково. Конец июня 2014 года, та же трасса Дон, час ночи. Пробитое колесо, обочина, один выстрел в голову. Забрали 60 тысяч рублей и документы. Альберт Юсупов, 31 год. Бывший танцор государственного ансамбля имени Игоря Моисеева, одного из самых известных коллективов страны. Август 2014 года. Его машина наехала на шипы на подмосковном кольце в километре от поста ГИБДД. Он вышел осмотреть проколы. В него выстрелили не менее 5 раз. Забрать ничего не успели. Мешали проезжавшие машины. Он стал последним погибшим от рук банды. Владимир Кирилюк, учредитель Идеалбанка, председатель наблюдательного совета компании «Флора Москва». Поздним вечером 25 февраля 2014 года он выехал на велосипеде выгулять собаку у элитного поселка Монтевиль под Истрой. Он не вернулся. Ночью родные нашли сначала велосипед, потом его самого. И рядом бродившего перепуганного пса. Кирилюк не был целью в самом обычном смысле. Банда готовила нападение на дороге, а он просто проезжал мимо и мог их увидеть. Его устранили как свидетеля. У него ничего не взяли. А теперь выжившие. Потому что их рассказы – единственный взгляд на банду изнутри, со стороны пострадавшего. Июль 2014 года. Женщина по имени Ирина едет по той же трассе М4 и чувствует, что спустило колесо. Она останавливается и видит, к ее машине бегут несколько мужчин с ножами и пистолетами. Ирина вжимает педаль газа и уходит. На ходу звонит в полицию, диктует GPS-координаты. Когда наряд приезжает, там уже пусто. Она разминулась со смертью на секунды и даже не сразу поняла, кого увидела. И тот, с кого началось раскрытие дела. Ночь на 3 сентября 2014 года. МКАД. Ясенево. Заправка. Водитель Борисов выходит из машины. На него бросаются трое, стреляют по ногам, бьют битой. Он выживает. И запоминает их машину Hyundai Accent. Эта деталь, замеченная тяжело раненым человеком, и обрушит всю банду через 2 месяца. Кем были погибшие от банды GTA? Пенсионеры, ехавшие к морю. Таксисты, танцор, банкир с собакой, грузчики в спецовках, случайные люди на ночной дороге. А вот что банда за это получила. Сумку-холодильник с конфетами, спортивный костюм, планшет, серьги. Иногда вообще ничего. Документы, какую-нибудь мелочь на память. Это и есть та пропасть, в которую невозможно заглянуть до конца. Между тем, кого убивали, и тем, ради чего. Если представить себе людей, которые 2 года нападали на водителей на ночных трассах, воображение рисует что-то монструозное. Реальность обыденнее и от этого тяжелее. Днем это были дворники, грузчики, строители, садовники, таксисты-частники. Тысячи таких приезжают в Москву на заработки. И эти ничем не выделялись. Работали по-настоящему. Маскировка требовала, чтобы работа была неэффективной. Снимали жилье по разным районам Подмосковья. Раменский, Солнечногорский, Красногорский, Коломенский. Держали себя в форме, занимались спортом. У многих были семья, жены и дети. Как вообще они попадали в банду? Один из выживших участников, Зафраджон Гулямов, потом расскажет на суде. Он потерял работу. Двоюродный брат позвал его в автосервис. Туда приехал и Байдулло Субханов и предложил поехать в одно место. В тот вечер на трассе М4 погибли 2. Гулямов, по его словам, только смотрел за дорогой и перетаскивал вещи погибших. Так выглядела вербовка. Не вербовка вовсе, а будничная «поехали», а человек уже соучастник. И вот первая деталь, которая многое объясняет. Они роднились между собой. Участники банды предпочитали жениться в Москве на сестрах сообщников. Группа была сшита не только общим делом, но и кровными узами. Шурин, свояк, брат жены. Выдать своего значило выдать родню. Большинство были родом из одного места
окрестностей таджикского города Исфара. И это тоже было не случайно. В банду брали только выходцев из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, земляков, говоривших на своих языках. Потом следователи признают, именно это сильно затруднило разработку. Чужую по языку и крови среду почти невозможно внедриться. Где они жили и работали – это отдельная и неудобная история. Часть банды со своими семьями трудилась на даче управляющего делами Генеральной прокуратуры в закрытом коттеджном поселке. Взамен им давали жилье. А некоторые, по сообщениям прессы, не зная толком русского языка, успели даже оформить российское гражданство. К этой даче и к этому гражданству мы еще вернемся в финале. Там много вопросов. А теперь про главаря. Его знали как Рустама. На это имя Рустам Усманов был оформлен поддельный паспорт. Настоящее имя выяснят только после его смерти, и опознавать тело придется в том числе по геномной экспертизе. Его звали Ибайдулло Субханов, около 36 лет, родом из киргизского города Оша. По национальности узбек. В Россию приехал в 2011 году вместе с братом Холиком. Оба жили по чужим документам. И еще деталь. На имя Усманова, под которым он жил, в старых базах всплывал разбой 2008 года. Правда, как выяснится позже, числился он за однофамильцем, а не за самим Субхановым. По показаниям подельников, банду он задумал еще на родине. Твердо решил, что в России сколотит группу, вооружит ее и займется налетами. Начал собирать людей осенью 2011 года, а закончил весной 2012. Субханов был не просто главарем. Он был вербовщиком и инструктором. Он сам присматривал гастарбайтеров и нелегальных таксистов, обрабатывал их, учил обращаться с оружием и давал знания. И вот здесь то, на чем держалась вся конструкция – боевое крещение. Чтобы по-настоящему войти в банду, новичок должен был выехать с главарем и лишить человека жизни. Не ограбить. Это была не жестокость ради жестокости. Это была круговая порука кровью. После первого раза назад дороги нет. На тебе чужая смерть, и единственный, кто тебя теперь держит – те, кто стоят рядом. Мы уже видели, как это работало. В июне 13-го Менделеева нападение устроили специально, чтобы проверить новичка Гулмурадова. Он, по его словам, не смог выстрелить. Выстрелил другой, но кровь уже была общей. Оружие делали свои. Брат главаря Холик, он же Шаке, он же Джамшед Исмаилов по второму паспорту, держал общак. Оружейник Фазлиддин Хасанов в кустарной мастерской переделывал травматические пневматические пистолеты в боевые, точил чесноки, собирал стволы на станке. Из этого собрали как минимум пару автоматов Калашникова и десяток пистолетов. У каждого была своя роль и своя кличка. Кто-то стрелял, кто-то стоял на стреме, кто-то перетаскивал вещи и водил машины. Кто-то ковал оружие, кто-то держал кассу. И еще одна черта, делавшую банду почти неуязвимой изнутри. Рядовые часто знали друг друга только по кличкам. Полных имен, настоящих биографий, паспортных данных подельников многие не знали вовсе. Возьми следствие одного, он физически не мог сдать остальных, потому что не знал, кто они на самом деле. Верхушку держала кровь. А низ – анонимность. С какого конца ни потяни, ниточка обрывалась. Назовем костяк по именам. Это поможет не запутаться дальше. Брат главаря Холик Субханов, отец 5 детей, держал общак. Оружейник Фазлиддин Хасанов носил кличку Акмаль. Бахтиор по фамилии Юсупов, тот самый, что начинал вместе с Холиком в Ганусове. Хазратхон Дадахонов, Шарадзон Кадиров, Умар Хасанов, Анвар Угулмурадов, Мирзамавлон Мизашарипов, Абдумуким Маматчонов, Зафраджон Гулямов, стрелки, водители, наблюдатели. У многих были клички на родном языке. Суд потом опишет эту структуру казенно, но точно. Банда отличалась особой устойчивостью. Тесная связь между участниками, тщательное планирование с распределением ролей, безусловное подчинение главарю и строгая иерархия. И связанность сразу по 3 линиям – этнической, конфессиональной и родственной. Это была не шайка случайных людей, это был организм. Большую часть добычи забирал Ибайдулло Субханов. Рядовым доставалось несколько тысяч на руки. По одной из версий, Субханов платил подельникам около 1000 рублей за погибшего на дороге. Краденые украшения раздавал женам сообщников. 1000 рублей за человека. И еще одно. То, что выводит эту историю за рамки обычного бандитизма. Сам Субханов по ряду данных был завербован радикалами еще на родине. Успел съездить воевать и поддерживал связи с запрещенными организациями. Был у банды и идеолог Баир Гуломов. Человек из одной из запрещенных в Российской Федерации организаций, который, по версии части следователей, обрабатывал новичков идейно. Кем же они были?
Обычными грабителями, которым была безразлична цена человеческой жизни, или боевиками, для которых нападения на трассе были тренировкой. Следствие и пресса так и не сошлись в ответе. Это и есть главная загадка дела. Прежде чем мы перейдем к главному вопросу этого дела, зачем? Небольшая просьба. Если вы досмотрели до этого места, значит вам не все равно. Подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение и другие расследования. А если хотите поддержать работу над такими разборами напрямую, у канала есть Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Спасибо. Возвращаемся. Теперь главный вопрос всей этой истории. Никто и никак. На них есть ответы. Вопрос «Зачем?». И сразу оговорка, без которой нельзя идти дальше. Главарь Субханов погиб при задержании. Идеолог Гуломов за границей осужден в Таджикистане. Все версии, которые мы сейчас разберем, это попытки понять мотив по показаниям исполнителей и по косвенным следам. Сам замысел ушел вместе с теми, кто его держал в голове. Версия первая. Официальная. Корысть. Следственный комитет с самого начала и до приговора держался одной линии. Нападения совершались ради наживы. Это грабеж. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявлял об этом прямо. Версия о подражании компьютерной игре не подтвердилась, а нападения совершались исключительно из корысти. И формально под этой версией есть все основания. Они действительно забирали добычу. Телефоны, ноутбуки, деньги, украшения. Дело дошло до суда именно как бандитизм, разбой и убийство. Не как терроризм. Более того, у корысти есть внятная внутренняя логика. По данным следствия, главарь планировал налеты по наводкам информаторов из числа таких же трудовых мигрантов. Кто-то сообщал: у этого человека при себе деньги, в той бытовке зарплата, у того предпринимателя выручка. Это объясняет, почему жертвы такие разные и почему география такая широкая. Банда шла туда, куда указывала наводка. Но у этой версии есть одна проблема. Арифметика. Посчитайте, сколько банда заработала. По имеющейся оценке, за 30 месяцев активной работы 3 миллиона 682 тысячи рублей. На всех. Это около 123 тысяч в месяц на группу из 1,5 десятков человек. Меньше, чем эти же люди легально получали бы, кем они и работали до прикрытия. Вся бизнес-модель окупилась один раз, когда они отняли 17 миллионов у китайского предпринимателя. Все остальное было в минус. За эти деньги погибли 17 человек. 4 лишили жизни в бытовке ради сумки, в которой оказались спортивные костюмы. Пожилую пару ради планшета, серег и сумки-холодильника с конфетами. Главарь по одной из версий платил исполнителю около 1000 рублей за погибшего. Как именно делили добычу, видно из показаний одного из рядовых участников. После одного налета на руках у группы оказалось 80 тысяч рублей. Главарь выдал ему 2000, другому 10, третьему вообще ничего. Из вещей убитых этот человек взял себе платье для жены. Вот реальный заработок исполнителя. 2000 рублей и чужое платье за выезд, на котором нападали на людей. Если это грабеж, то самый бессмысленный, самый рискованный и самый убыточный грабеж в криминальной истории. Ради тех денег не выходят год за годом по ночам на трассу, под пули и пожизненный срок. Корысть объясняет, что они брали вещи. Она не объясняет, зачем они убивали, в том числе тогда, когда брать было нечего. Не случайно даже в прессе за этими эпизодами закрепилось парадоксальное определение – бескорыстное нападение. Грабеж, на котором почти ничего не зарабатывают, перестает быть грабежом по сути, даже если по форме с тела что-то забрали. И последний штрих к этой арифметике уже из приговора. Суд взыскал с осужденных компенсации в пользу родственников погибших. На всех около 1 миллиона рублей. Меньше, чем банда отняла у одного только китайского предпринимателя. Цена, которую государство в итоге назначило за 17 жизней, в графе «вред» оказалась меньше одной их добычи. И вот что показательно. Даже сам следователь, который вел это дело, старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Алексей Стадников, по свидетельству журналистов, в корыстную версию до конца не верил. Слишком часто нападавшие не брали у погибших вообще ничего. Слишком редко добыча превышала несколько тысяч рублей. Человек, на чьих плечах держалось все обвинение, сомневался в его официальном мотиве. Вторая версия – террор.
Ее передавали узбекские источники, часть силовиков и ряд российских СМИ. По ней главарь Субханов был завербован радикалами еще на родине, был связан с запрещенными в России организациями. По версии западных агентств, даже вышел из пакистанских структур одной из запрещенных в России организаций. Рядом идеолог, также из запрещенной в России организации. А нападение на трассе – это не грабеж, а полигон. Проверка и тренировка боевиков, которых потом отправляли бы в Сирию, Афганистан, Пакистан. Цель – обкатать людей на крови и заодно посеять страх. И в пользу этой версии есть не только дисциплина, но и прямые показания самих участников. Те, что Следственный комитет в итоге вынес за скобки. Абдумуким Аматчонов рассказывал, что главарь часто разговаривал с ним о религии другого направления. А примерно через год после знакомства предложил поехать в Пакистан. Анвар Угулмурадов говорил, что группа собиралась устроить переворот в Узбекистане, где власти, по их мнению, довели народ до нищеты, и что мишенями на тренировках иногда служили фотографии президента Узбекистана Ислама Каримова. Хазратхон Дадахонов показывал, что часть денег, добытых нападениями, главарь переводил в Пакистан на помощь мусульманам. А родной брат главаря Холик утверждает, что того завербовали радикалы еще на родине, и он проходил обучение в группе исламского джихада в Пакистане. Ни одно из этих показаний официально не подтвердилось. Следствие сочло версию о связях с радикальными исламистами недоказанной и судило за разбой. Но и опровергнуть ее до конца не вышло. Люди, которые могли бы рассказать больше, до суда либо не дожили, либо остались за границей. Получилось так, что самые тяжелые слова в этом деле произнесли и тут же оставили без проверки. В пользу этой версии работает многое. Боевое крещение кровью, военная дисциплина и конспирация, то, что они из себя сами называли джаматом, то, что часть задержанных поначалу проходила именно по статье о подготовке терактов, то, что один из фигурантов, установленный вербовщик запрещенной организации, а другой, Каримов, еще ранее, был осужден в Таджикистане за экстремизм. И вот что важно понять про то, почему официально победила именно версия корысти. Те, кто мог подтвердить идеологическую подоплеку, до российского суда не дошли. Главарь погиб, идеолог Гуломов в Таджикистане. На скамье остались исполнители, и они описывали ровно то, что делали руками. Нападения и грабежи. Версия террора осталась без носителей. Версия корысти с живыми свидетелями. А суд работает с тем, что можно доказать, а не с тем, что могло быть правдой. Но и здесь провал. Во-первых, ведущий следователь это прямо отрицает. Во-вторых, террористическую статью в итоге не предъявили, судили за разбой. В-третьих, идейные боевики обычно не снимают с погибших женщин серьги и не выносят из бытовки чужие спортивные костюмы. И тут мы упираемся в версию третью. Самую неуютную. Дело в трофеях. С мест нападения исчезли странные вещи. Не только деньги и техника, но и водительские удостоверения, серьги, по ряду эпизодов женские платья и даже нижнее белье. Вещи, которые невозможно продать и которые не нужны ни грабителю, ни боевику. Их забирали как трофей, на память. Это уже не язык корысти и не язык идеологии. Это язык серийного преступника, для которого само лишение жизни и есть цель, а вещь с тела – сувенир. А чтобы стало совсем сложно, один отдельный эпизод выбивается даже из этого ряда. Гибель банкира Кирилюка. По официальной версии, он случайный свидетель, которого убрали. Но в прессе мелькала и другая линия, что это мог быть заказ, связанный с борьбой за деньги его банка, уходившие в офшоры. Если так, то хотя бы один из эпизодов банды был не трассовым вовсе, а наемным. И тогда даже внутри одного дела мотив не один. Так зачем? Честный ответ – мы не знаем. И, скорее всего, уже не узнаем никогда. Возможно, правильного варианта в этом списке вообще нет. А есть все сразу. Лидер с темным прошлым и идейной накачкой, идеолог, превращающий растерянных приезжих в исполнителей, сеть информаторов, наводившая на добычу, структура, где первое нападение было пропуском, а кровь клеем. И где-то внутри люди, которым переступать черту просто перестало быть трудно. Грабеж был и целью, и прикрытием одновременно. Способом обставить дело так, чтобы оно сошло за обычную уголовщину. Официальное следствие выбрало самую доказуемую версию – корысть, потому что ее можно было предъявить тем, кто сидел на скамье. А настоящий ответ остался в сгоревшем доме в поселке Удельное вместе с человеком, который один знал, зачем все это было. После той ночи на МКАД, когда выжил водитель Борисов,
У следствия впервые появилась ниточка. Сначала машина. Hyundai Accent установили по камерам видеонаблюдения и вышли на владельца, Фазлиддина Хасанова, садовника из коттеджа в Красногорском районе. Это и был оружейник. Дальше начали разматывать его связи. Круг знакомств у Хасанова оказался широким, но двое в нем цепляли особенно. Человек, называвший себя Устамом Усмановым. И рядом Хазратхон Дедахонов. За обоими установили наружное наблюдение. Развязку назначили на ночь на 6 ноября 2014 года. Это была не точечная задержка. Это была одновременная операция в Москве и Подмосковье. Около 200 человек. Полиция, ФСБ, Следственный комитет. Несколько адресов разом, чтобы никто не успел предупредить остальных. Главная точка – поселок Удельное, Раменский район, улица Горького. Двухэтажный частный дом с пристройкой, обнесенный высоким забором. Дом блокировал спецназ. Чтобы не шуметь, бойцы взяли у пожарных лестницы и тихо перебрались через забор. В самом доме никого не оказалось. Главарь был в сторожке, маленькой хозяйственной пристройке во дворе, где он и жил под чужим именем. Когда спецназ приблизился, из окна в них полетела боевая граната. Взрыв не достал бойцов. Ответный огонь был точным. Человек, известный как Рустам Усманов, а на деле и Байдулла Субханов, погиб на месте. Позже выяснится, что незадолго до штурма из дома успели уйти сожительница главаря и дети. То ли кто-то почуял слежку, то ли они просто разминулись со спецназом по времени. А сам дом оказался непростым. Двухэтажный коттедж с площадью 273 квадратных метра. На участке в 11 соток был оформлен на несовершеннолетнего сына высокопоставленного чиновника, управляющего делами Генеральной прокуратуры. К этой детали мы еще вернемся в финале. Она потянет за собой отдельный очень неудобный сюжет, а самого чиновника на время служебной проверки отстранят от должности. Сторожка загорелась. Огонь, по уточненным данным, выжег именно ее. А когда разобрали место, поняли, что жил этот разнорабочий не один. При обысках схрона в Красногорском районе 8 ноября нашли то самое подпольное производство. Станок для нарезки каналов стволов. А при задержаниях изъяли 2 автомата АКС-74У. По сообщениям прессы, всего по делу набрались десятки единиц оружия. Цифры в первых сводках гуляли. Называли и полсотни, и 6 десятков автоматов. Когда посчитали точно, вышло скромнее, но все равно внушительно. Больше 2 десятков единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Для группы дворников и садовников это был настоящий арсенал, собранный по большей части на том самом станке для нарезки стволов. В то же время в Москве на Дмитровском шоссе шел второй акт. Там в квартире было прописано сразу 10 приезжих, взяли остальных. Около десятка человек, мужчины и женщины в квартире, превращенные в общежитие, помимо 2 автоматов Калашникова и патронов лежала экстремистская литература. Обыски шли еще по нескольким улицам. К утру 6 ноября банда перестала существовать как сила. Главарь погиб, костяк в изоляторе. Президент поблагодарил министра внутренних дел за операцию. Газеты вышли с заголовками о конце трассы смерти. Но в этой развязке была заложена двойная тень, и обе аукнутся. Первая. Вместе с Субхановым в горящей сторожке погиб единственный человек, который знал, зачем все это было на самом деле. Главаря нельзя допросить. Мотив, о котором мы говорили в прошлой главе, ушел вместе с ним, и потому остался гаданием навсегда. Вторая. Дом, где жил и погиб главарь, оказался непростым. Землю и постройку ему сдавала семья высокопоставленного чиновника из управления делами Генеральной прокуратуры. Как главарь банды убийц оказался жильцом на участке, связанном с прокурорским начальством, отдельный очень неудобный вопрос. А пока казалось, что все кончено, но это только казалось. Прошло почти 3 года. Главаря давно нет. Костяк банды на скамье подсудимых Московского областного суда. Процесс тянется бесконечно. Он начался в августе 16-го и растянется на 115 заседаний и 2 года. Вторник, 1 августа 17 года. Очередное заседание. В этот самый день подсудимые частично признают вину. Казалось бы, рутина. Мособлсуд – хорошо охраняемое здание. Что здесь может случиться? В 1:50 заседание закончилось. Подсудимых повели обратно. 5 завели в лифт. С ними 2 конвоиров. Мужчина и женщина. Михаил Фортушняк и Елизавета Лукьянова. На 5 обвиняемых, каждому из которых светит пожизненное,
Двое. В лифте один из подсудимых произнес на родном языке слово, похожее на команду, и они напали. Конвоиров повалили, начали душить и избивать. У них отобрали не только табельное оружие, но и ключи от наручников. Один из охранников, теряя сознание, успел подать сигнал. Позже выяснится, что мужчину-конвоира душили так, что он попадет в реанимацию в тяжелом состоянии. Здесь нужно остановиться и сказать прямо: этого лифта не должно было быть. По инструкции таких подсудимых положено сопровождать не меньше, чем 10 полицейскими. По инструкции их вообще нельзя возить в лифте. Их ведут поодиночке, отдельными проходами. В тот день 5 особо опасных преступников везли вместе в одной кабине, вдвоем. Каждое из этих нарушений по отдельности – халатность. Вместе они открыли двери к побегу. И еще одна деталь, мелкая на вид, но решающая. Наручники на подсудимых застегнули спереди, а не за спиной. Со скованными впереди руками человек способен драться. Именно поэтому в лифте они смогли и напасть, и придушить конвоиров, и снять с них ключи. А чтобы кабина встала, подсудимые принялись разом прыгать в ней. Лифт от тряски ушел в аварийную остановку. Кабина встала на 3-м этаже. Двери закрылись, они выбежали и ворвались в ближайший зал заседаний. И вот тут то, что не придумал бы ни один сценарист. В этом зале оказались бойцы Росгвардии. Они были там не ради банды GTA, они охраняли совершенно другой процесс. Дело еще одной банды, экс-главы администрации города Миас Виктора Ардабьевского, которого судили за бандитизм и тяжкие преступления. То слушание только что закончилось, но охрана не успела уйти. 5 человек, готовившихся убивать и умирать, выбежали из лифта прямо на вооруженный спецназ. Случайно. Если бы росгвардейцы вышли 5 минутами раньше, на их месте оказались бы безоружные секретари и приставы. Побег мог удастся. Завязалась перестрелка в здании суда. Прозвучало 2 с лишним десятка выстрелов. Бойцы отбивались тем, что было под рукой. В газетных заголовках потом мелькнет точная и страшная формула. Банду GTA встретили пистолетами и стульями. В зале заседаний среди скамей и столов шел настоящий бой. 3 подсудимых погибли на месте. Среди них Холик Субханов, родной брат покойного главаря, по ряду данных организатор побега. Вместе с ним погибли Абдумуким Мамачдонов и Мирзамавлон Мирзашарипов. Еще 2 получили ранения. Один из раненых, оружейник Фазлиддин Хасанов, скончался в больнице 12 августа. Из тех 5 выжил один, Хазратхон Дадахонов. Его ранили в голову. 2 недели он пролежит в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой и слепым огнестрельным ранением головы. Потом его все-таки доставят обратно в суд, и судья назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу. Со стороны правоохранителей ранения получили боец Росгвардии в плечо и оба конвоира, которых избивали в лифте. А теперь финальная горькая нота этой главы. Спустя время под суд пошли не только уцелевший беглец. Под суд пошли конвоиры и их командиры. За халатность, из-за которой побег вообще стал возможен. Они получили сроки условные. 1,5 года, 2-3 года, всем условно. Самого Дадахонова за побег приговорят дополнительно к 20 годам, поверх пожизненного, которое он еще получит по основному делу. Сам этот побег породил отдельную конспирологическую версию. Уж слишком удобно все сложилось. 5 особо опасных преступников. Всего 2 конвоиров. Наручники застегнуты спереди, заранее оказавшийся в нужном зале спецназ. В прессе всплыло предположение, что побег могли подстроить, чтобы под шумок устранить тех, кто знал об этом деле лишнее. Официальную версию отвергли. Следствие настаивало, что это была настоящая попытка вырваться, а не инсценировка. Но сам факт, что такое всерьез обсуждали, говорит о том, сколько вопросов к делу осталось даже здесь. Банда, которую считали обезвреженной еще в 2014 году, спустя 3 года устроила бойню в здании областного суда. Едва не вырвалась на свободу. Это дело не желало заканчиваться даже там, где все по правилам должно было поставить точку. Точку оно поставит еще через год. 1 августа 2018 года. Московский областной суд был похож на крепость. Спецназ у входа, вооруженный до зубов. Внутри судья начал читать приговор по делу банды GTA. Чтение займет 7 дней. За плечами суда 115 заседаний и 2 года. В зале многочисленная родня подсудимых. И снова та же деталь, что прошла через все дело. Родственники переплетены между собой.
потому что бандиты женились на сестрах друг друга. Семьи пришли поддержать своих. Гособвинение представляет прокурор Светлана Артемьева. Она формулирует то, на чем следствие стояло с самого начала. Все участники банды осознанно вышли, как она скажет, на большую дорогу, чтобы нападать на людей с оружием. Прокурор просит для 4 пожизненное, а для самого молодого, Гулямова, 25 лет строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей. Процесс ведет судья Наталья Валикова. У нее за плечами громкое прошлое. 8 годами ранее именно она на основании вердикта присяжных вынесла оправдательный приговор полковнику Квачкову по делу о покушении на Чубайса. Теперь перед ней дело без присяжных и без сомнений в виновности. 9 августа приговор был оглашен до конца. 4. Хазратхон Дадахонов, Шерджон Кадиров, Умар Хасанов, Анвар Угулмурадов получили пожизненное. 5, самый молодой, Зафарджон Гулямов, 25 лет строгого режима. Их признали виновными в бандитизме, тяжких преступлениях, разбое, незаконном обороте оружия и его изготовлении. Год спустя, в сентябре 19-го, Верховный суд оставит приговор в силе. Жалобы адвокатов отклонят, а пожизненное устоит. За сухими сроками конкретные цифры участия. По версии следствия, Дадахонов причастен к 8 эпизодов, Кадиров к 9, Умар Хасанов к 6, Угулмурадов к 2, а самый молодой Гулямов к 1 нападению, в котором погибли 2. Это и объясняет, почему 4 дали высшую меру, а Гулямову всего 20 лет. С чисто юридической точки зрения точка поставлена. Но если отступить на шаг, видно, что приговор получила лишь горстка. Посчитайте, в банде в разное время было около 1,5 десятков человек. Главарь Субханов погиб при задержании, он не предстал перед судом вовсе. Еще 4 погибли в перестрелке в зале суда. 2, идеолог Баир Гуломов и Мураджон Каримов, скрылись и осели в Таджикистане. Их объявили в международный розыск, но Россия их так и не получила. Таджикистан своих граждан не выдает. В марте 2020 года суд Сагдийской области приговорил обоих к 25 годам колонии за тяжкие преступления и разбои, совершенные в России. Еще один участник был арестован в республике за вербовку людей в запрещенное исламское государство. Перед российским судом в итоге ответили 5. Ни главаря, ни идеолога, ни тех, кто по одной из версий и определял, зачем все это делалось. На скамье оказались исполнители, те, кто стрелял, но не те, кто задумывал. Это первая трещина в завершенности дела. Вот вторая, и она тяжелее. Вспомните, где взяли главаря. Поселок Удельное. 2-этажный дом с пристройкой. Сам Субханов жил под чужим именем, там его и настигли. Там и нашли арсенал. Этот участок принадлежал семье Алексея Староверова, управляющего делами Генеральной прокуратуры. Годом ранее он попал в список 20 самых богатых силовиков страны по версии Forbes. Часть банды, по сообщениям прессы, годами работала на этой даче за жилье. Один из самых высокопоставленных хозяйственников надзорного ведомства страны и главарь банды убийц, живший на земле, связанный с ним, державший там склад оружия. Что было дальше? Староверова допросили как свидетеля. Представитель Следственного комитета заявил, что тот дал исчерпывающие показания. Следственный комитет несколько раз пытался возбудить против него уголовное дело. От посягательства на жизнь силовика до незаконного оборота оружия. Но всякий раз дело закрывали. Постановление о возбуждении лично отменил заместитель генерального прокурора. Доходило до того, что один телеканал успел сообщить о возбужденном против чиновника деле о незаконном хранении оружия и через несколько часов опроверг сам себя. А для понимания фигуры, годом ранее Староверов задекларировал свой доход свыше 20 миллионов рублей. На его место позже поставили бывшего начальника областной ГИБДД. Поначалу генеральный прокурор Юрий Чайка даже отстранил Староверова от работы, но, как подчеркивалось, лишь на время служебной проверки, с правом вернуться к должности. Все обвинения с него были сняты. Официальное объяснение: с преступниками он связан не был, а дом фактически принадлежал не ему, а его родственникам. Возможно, так и есть. Но вопрос, на который дело так и не дало ответа, остается. Как вышло, что лидер банды, нападавший на людей на трассах, оказался жильцом на участке, связанном с прокурорским начальством? И почему попытки следствия разобраться раз за разом упирались в стену? И еще одна деталь почти на полях, но показательная. По сообщениям прессы, некоторые из этих людей
не зная русского языка, успели получить российское гражданство, а их родня, та, что в интервью пыталась выгородить своих, говоря, что близких испортила Москва, нередко жила на деньги, отнятые бандой у погибших. Вопрос о российском гражданстве для родственников осужденных разбирала и отдельная газетная публикация. Выяснили, получат ли паспорта близкие тех, кто 2 года нападал на людей на трассах. Так, дело о 17 убийствах под конец уперлось в почти бытовой вопрос. Кому из их родни достанется российский паспорт? Теперь вернемся к самому началу. Март 2012 года. Таксист Бахрам Сейтимбетов берет ночной заказ. Отвезти клиентов к границе. На него нападут и спрячут тело. Его не будут искать как погибшего. Его найдут только через 2,5 года, когда у тех, кто на него нападал, на счету будет уже 17 погибших. С него все началось. И вопрос, который висел над той первой сценой «Зачем?», так и остался без ответа в финале. 17 человек. Пенсионеры, таксисты, танцор, банкир, грузчики, случайные люди на ночной дороге. Их не стало, и до сих пор толком неизвестно ради чего. Главарь, который один знал ответ, унес его в могилу. Следствие выбрало самую доказуемую версию. Суд осудил тех, кого смог поймать. Дело закрыто, но оно не разгадано. И, как я уже говорил ранее, наверное, уже не будет раскрыто никогда. Если этот разбор оказался для вас важным, поставьте лайк, он помогает таким видео находить зрителя, и подпишитесь, впереди другие расследования. А чем вы объясните то, что произошло на этих трассах? Это корысть или это что-то большее? Напишите в комментариях, мне правда интересно ваше мнение, я стараюсь читать все комментарии и по возможности отвечать. И если вы хотите, чтобы такие работы выходили и дальше, поддержать канал можно на Boosty и Patreon. Ссылки под видео. Спасибо, что досмотрели до конца, и встретимся в следующем видео.